Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю один из самых вкусных тортов. Это торт вишня амарена. Торт нежнейший на вкус, тающий во рту, съедается мгновенно. И торт этот со вкусом и ароматом знаменитых итальянских коктейльных вишен амарена. В этом торте вишневая начинка раскроется совершенно другими ароматами и вкусами, абсолютно не теми, к которым мы привыкли в классических вишневых тортах. Поделюсь здесь с вами правильным составом ингредиентов и правильными пропорциями, чтобы получилась именно начинка амарена, а не просто вишни в ликере. Этот торт совершенно не похож на вишневый торт, допустим, «Черный лес». Начинка этого торта по вкусу очень напоминает всемирно известное итальянское мороженое амарена. В начинку приготовим нежнейший крем, очень нежную подвижную начинку, покажу, как ее правильно сделать, и венский бисквит. Начинаю с приготовления бисквита. Сначала я смешаю все сухие ингредиенты. 200 грамм муки, 40 грамм кукурузного крахмала и половину чайной ложки без горки разрыхлителя. Не больше, пожалуйста, разрыхлителя. Все перемешиваю и просто отставлю в сторону. По традиции для венского бисквита яичная масса нагревается. Для нагревания массы вы можете использовать любую удобную вам посуду. Я беру стеклянную миску. 6 яиц среднего размера, общая масса яиц 300 грамм. Добавляю туда небольшую щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара и 240 грамм сахара. Все это я перемешиваю до однородности, сахар не растворится. И иду сейчас нагревать всю эту массу на паровой бане до достижения температуры 40 градусов Цельсия. При непрерывном помешивании у меня это заняло примерно 3,5 минуты. Дно миски ни в коем случае не должно касаться горячей воды. Если у вас нет градусника, ориентируйтесь просто на температуру тела. Масса должна быть чуть-чуть теплее, чем температура тела. И сахар, естественно, к этому времени уже полностью растворится в массе. 40 градусов достигнуто. Сразу же снимаю миску с паровой бани, и я начинаю сразу же, ничего не жду, взбивать массу. И взбиваю сейчас всю эту яичную смесь моим маломощным миксером 300 Вт ровно 8 минут. До такого состояния, чтобы масса уже стала пышной и держала уже рельеф. Возможно, в вашем миксере понадобится чуть больше или чуть меньше времени. Если у вас планетарный миксер, вы можете в удобной вам посуде прогреть яичную массу с сахаром, перелить ее потом в дежу миксера и также спокойно взбивать свои привычные дежи миксера. И это все без проблем. Вот так рельефно должна стекать уже масса и держать этот рельеф. Сейчас я в 3 приема просеиваю все сухие ингредиенты, которые мы подготовили ранее. Перемешиваю круговыми движениями венчиком. Можно лопаткой перемешивать, но венчиком удобнее. Духовка у меня уже заранее обязательно разогрета на 175 градусов Цельсия. Здесь я сразу вам скажу про форму, потому что потом не хватит времени в процессе видео, но это очень-очень важно здесь для этого бисквита. Выпекать я этот бисквит буду в кондитерском кольце без дна, застелю его фольгой. Если же у вас форма с дном, обязательно нужно смотреть по диаметру. Я буду выпекать в диаметре 22 сантиметра. Вот на 6 яиц этой массы хватит. Это в форме без дна. Если у вас обычная покупная форма с дном, следует брать форму тогда 24, а может быть даже и 26 сантиметров в диаметре. Потому что формы с дном, как правило, мельче, чем они заявлены при покупке от производителя. Последнее введение сухих ингредиентов я намеренно не промешиваю до конца, чтобы сохранить еще массу более такой воздушной. Она сейчас у нас полностью разойдется при введении сливочного масла. Я вливаю сейчас туда 60 грамм растопленного сливочного масла комнатной температуры, ни в коем случае не горячего. И аккуратно также бережно перемешиваю. Перемешивается с маслом эта масса очень быстро. И как вы видите, даже после введения сливочного масла масса у нас не осела. Прохожусь обязательно под конец лопаткой, чтобы все собрать со стеночек, чтобы все промешалось у нас. Как я уже сказала, форма у меня здесь 22 сантиметра в диаметре, кондитерское кольцо без дна. Матовой стороной фольги застилаю кверху. Выливаю сейчас туда всю массу. Буду выпекать при температуре 175 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке на среднем уровне на режиме вверх-вниз без конвекции. В моей духовке 45 минут. Первые 40 минут
я духовку не открываю. Это очень важно. Серединка у вас поднимется такой небольшой шапочкой, и когда бисквит уже будет практически готов, вот эта шапочка начнет опускаться у вас. И когда мы его уже проверяем деревянной шпажкой, шапочка уже будет практически ровная. Это еще один из признаков, что бисквит уже практически готов. Помимо того, что по времени ориентируемся, конечно, после 40 минут начинаем уже проверять деревянной шпажкой. Итак, убираю сейчас бисквит выпекаться. Итак, бисквит еще очень горячий, он у меня испекся спустя 45 минут, это в моей духовке, шпажка выходит абсолютно сухая и чистая. Сейчас в очень горячем виде, чтобы сохранить стеночки бисквита, я буквально верхушечку прохожусь очень тонким ножом, чтобы она не повредилась. Снимаю фольгу с донышка, снимаю сейчас кондитерское кольцо. Все это я делаю в очень горячем виде, чтобы показать вам, как в венском бисквите сохранить вот эти вот боковинки в идеальном состоянии. Вот так бережно снимаю форму и сейчас даю бисквиту остыть на решетке дном вверх, вот в таком состоянии, до комнатной температуры. Обернула бисквит одноразовым бумажным полотенцем, намочила полотенце в кипяченой воде, отжала его и обернула бисквит. Дала ему остыть до комнатной температуры, чтобы бортики у нас не высохли, не сжались. Когда бисквит полностью остыл до комнатной температуры, в пакете убираю его на 3 часа в холодильник, чтобы он идеально вообще нарезался. И пока бисквит отдыхает в холодильнике, готовим вишневую начинку амарена. Итак, здесь у меня банка консервированных вишен. Это именно не черешня, а вишня. Вес компота здесь 310 мл, вес самой вишни 370 грамм. Добавляю туда сейчас 100 мл коньяка. В идеале можно добавить коньяк амаретто. И добавляю туда обязательно, чтобы это была именно вишня амарена, 1 мл аромата горького миндаля. Добавляю туда 1/4 чайной ложки корицы. На кончике ножа добавляю гвоздику туда. Вот эти специи добавить нужно обязательно, чтобы получился именно тот самый вкус вот этого мороженого амарена. Иначе это будет просто вишневая начинка. Если у вас, допустим, нет аромата горького миндаля, тогда обязательно берите коньяк именно амаретто, потому что он даст вам этот аромат. Для этого десерта во вкусе обязателен аромат горького миндаля. Эти 300 мл уже сладкого, готового к употреблению компота выжимаю туда сейчас сок половины крупного лимона. Больше не нужно, но лимонный сок добавить необходимо просто. И даю сейчас вот этой массе постоять где-то полчаса, чтобы вишни впитали в себя вот этот аромат. У меня прошло сейчас уже полчаса. Я сливаю эти вишни на сито. Вишни пока отставляю в сторону и буду готовить уже саму эту вишневую начинку, чтобы она у нас загустела. Как это готовить из замороженной вишни или из свежей, я напишу вам в описании под видео эти граммовки. Здесь нет времени в процессе видео это объяснять. 25 грамм кукурузного крахмала и 100 грамм сахара я перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Меньше сахара здесь брать нельзя. Начинка амарена тем и отличается от всех остальных вишневых начинок, что она должна быть сладкой. Начинка амарена должна быть терпко-сладкой с легкой кислинкой. Всыпаю сейчас всю сухую смесь в компот, перемешиваю, чтобы не было никаких комочков. И сейчас на умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании я довожу всю эту массу до кипения. Как только закипела у меня начинка, я ее провариваю еще примерно минуту 20 секунд, может быть минуту 30 секунд. Она загустеет, она потемнеет, станет более прозрачной. Под конец она станет совершенно вот такой красивой, очень прозрачной, рубинового цвета. Снимаем с огня. Всыпаем туда все эти вишни, которые у нас были на сите. Перемешиваем. И сейчас будем остужать все это до комнатной температуры. Не до холодного состояния, потому что нам нужно ее будет распределять уже в начинке в торте. Просто вот оставим, но чтобы она хорошо остыла, уже не была горячей. Вот так выглядит баночка тех самых вишен амарена. Они мелкие, потому что амарена — это сорт темной вишни, которая произрастает в регионе Болонии в Италии. Она мелкая, эта вишня, и имеет такой очень сладко-терпкий привкус.
В Италии этот сорт вишен, естественно, консервируют очень по-разному. И с горьким миндалем, и с ванилью, и с другими специями. Но нам здесь нужен в этом торте вкус именно мороженого амарена, поэтому мы берем миндаль. Начинку накрыла пищевой пленкой в контакт и остужая до комнатной температуры. Достала сейчас спустя 3 часа бисквит из холодильника. Он идеально уже стабилизировался. Я по обыкновению нарезаю кондитерской струной. Это очень удобно. Я разрезаю сейчас бисквит на 4 коржа. Шапочку я тоже срежу. То есть получается бисквит очень воздушный, очень благородный во вкусе. И сразу готовлю крем. Здесь для крема, это я показываю для тех, кто живет в Германии, я беру вот такие сливки. Здесь минимум 32% жирности. Вот от этой фирмы очень качественные сливки. Они подороже, чем обычные, но они прекрасно взбиваются. Здесь у меня как раз 2 упаковки, 500 мл этих сливок. Охлажденные, естественно, должны быть. 16 грамм ванильного сахара, 16 грамм загустителя для сливок беру и 70 грамм сахарной пудры. И взбиваю сейчас сливки до таких хороших мягких пиков. То есть они уже должны быть оформлены, эти пики. И добавляю сейчас туда смесь 2 сливочных сыров. То есть здесь у меня 175 грамм сыра Филадельфия и 200 грамм обычного творожно-сливочного сыра. Получится необыкновенно просто легкий и вкусный крем, который идеально подходит к этой начинке. Загуститель добавляю, потому что начинка будет такая достаточно подвижная, и нам он просто необходим здесь. Все молочные продукты для крема всегда берем очень холодные, из холодильника. Вот это очень важно. И смотрите, чтобы не перевзбился крем. Вот сейчас у меня полностью уже до комнатной температуры остыла начинка. Я разложила ее на весах в 3 разные миски. Поровну, чтобы было в каждой миске начинки, так очень удобно собирать торт. Настоятельно советую именно так делать. Пропитывать коржи я буду молоком. Я не беру здесь сладкий сироп, потому что сладости уже достаточно в этом торте, и сироп уже неуместен. У меня ушло примерно 120 мл молока на весь торт на пропитку. На каждый корж я беру по 200 грамм крема. То есть на все прослойки и сверху, и снизу, и с боков этого коржа у меня уйдет всего 200 грамм крема. Сделала бортик, выливаю всю начинку. Начинка сейчас стабилизируется в холодильнике. Это просто сейчас она такая достаточно подвижная. Она не будет вытекать, все будет нормально. И вот сейчас последующий корж уже с оборотной стороны я покрываю остатками того крема, который мы откладывали в кондитерский мешок, вот эти 200 грамм. Накрываю сейчас вот этой кремовой стороной коржа предыдущую вот эту начинку. Придерживаю шпателем слегка. Очень удобно это делать со шпателем. Он не поломается, коржи превосходнейшие. Венский бисквит для этого торта идеально просто подходит. Сейчас этот же корж, который у нас уже снизу с кремом, я пропитала уже сверху, нанесла тонкий слой крема, сделала опять бортик. Выкладываю уже вторую порцию начинки. Видите, как это удобно. Ни о чем переживать не нужно. То есть тут будет начинки ровно столько же, сколько на предыдущем корже. Теперь уже третий корж с оборотной стороны. Смазываю вот остатками этого крема. То, что от 200 грамм у нас осталось. Опять же, при помощи кондитерского шпателя я выкладываю этот корж на вот эту подвижную еще пока начинку. Она будет такая слегка очень подвижная, потом уже после полного остывания торта. И здесь она нам такая и нужна в этом торте. То есть она как в мороженом амарена. Она и должна быть такая начинка. Опять сделала бортик. Третью порцию начинки также выкладываю. Разравниваю ее, слегка распределяю. Также уже четвертый корж с оборотной стороны, верхушечку торта, я промазала. У меня пленочки здесь оставались от листов сахарной бумаги. Я их разрезаю и часто тоже собираю с ними торты. То есть у кого остаются пленочки вот такие от сахарной бумаги, на которой печатаются сахарные картинки к тортам, их можно вот так разрезать напополам и просто использовать в качестве ацетатной пленки. И таким образом можно экономить ацетатную пленку. Поставила в кондитерское кольцо, и я убирала этот торт, так как у меня не было времени здесь особо, на 3 часа всего в холодильник. И крем, который у меня оставался, я также убирала в холодильник. Ничего с ним плохого не произошло. Он, конечно, стал немножко такой повоздушнее. Допустим, если вам для домашнего торта нужно, это вполне нормально. Остатками этого крема я делаю такое очень тоненькое выравнивание этого торта.
И также мне хватит на такое легкое украшение. Крем этот сливочный, естественно, он не такой стабильный, он подходит только для такого домашнего украшения тортов. Если вам нужно этот торт транспортировать, само собой разумеется, что крем для покрытия нужно взять стабильный, либо ганаш, либо масляный какой-то крем. И тогда эта начинка будет превосходно держаться при транспортировке и даже на дальние дистанции. Украшаю здесь рубленым миндалем, он идеально подходит к этой начинке с ароматом горького миндаля, также уже настоящими этими итальянскими вишенками амарена. И в принципе торт уже мой готов. Посмотрите, как нежно он нарезается, какой он мягкий, какой он воздушный. Просто прорезаю такими пропиливающими движениями намеренно, чтобы не повредить вишенки. Именно те вишни в начинке, чтобы они у нас прорезались ножом, а не смялись в начинке. Вот это важно в этом торте. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Для тех, кто захочет приготовить безалкогольную версию, 100 мл коньяка можно заменить на 100 мл также компота и добавить туда просто несколько капель ромового ароматизатора. Вот такой прекрасный разрез у нас получается. Видно, какая сочная, нежнейшая начинка. Она еще слегка подвижная спустя 3 часа в холодильнике. Но больше ее загущать не нужно, то есть больше крахмала не нужно добавлять. На следующий день, если у вас ночью он простоит в холодильнике, этот торт, начинка будет тоже мягкая, но она уже не будет растекаться. То есть она будет подвижная такая слегка, но все будет в меру. И смотрите, торт все равно прекрасно держит форму. Я здесь намеренно вам показываю на высоком куске при надламывании вилкой. Торт этот необыкновенно просто бомбически вкусный. Я очень советую его готовить. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.